Всем привет! Сегодня готовим очень красивое и по-настоящему праздничное печенье при помощи обычной пробки. Печенье получается замечательное. Здесь великолепное рассыпчатое тесто. Посмотрите, внутри шоколадное тесто, а сверху тонкий слой ароматного белого. Очень красиво и, конечно, вкусно. Сам процесс приготовления печенья невероятно простой, и вы с легкостью его приготовите и порадуете всех своих родных и близких. Для того, чтобы приготовить это чудесное печенье, мне понадобится примерно 350 граммов муки. Муки может уйти чуть больше или чуть меньше. Будем смотреть по консистенции теста. 100 граммов кукурузного крахмала. Лучше всего использовать именно кукурузный крахмал. Крахмал, кстати, придаст тесту очень хорошую такую рассыпчатость. Печенье получается очень вкусное. 1 яйцо, 30 мл молока, 125 граммов сахара, 125 граммов растительного масла без запаха, 125 граммов сливочного масла мягкого комнатной температуры. Также понадобится какао-порошок 15 граммов, немного воды для того, чтобы развести какао, примерно 1-2 столовые ложки, тоже будем корректировать, щепотка соли, 1 чайная ложка экстракта ванили и 10 граммов разрыхлителя для теста. Приготовим тесто. Тесто готовится очень быстро. В миску отправляю мягкое сливочное масло. Сразу же вливаю растительное масло, добавляю яйцо, сахар, соль, молоко и 1 чайную ложку экстракта ванили. Хорошо все перемешиваю венчиком. У меня получилась вот такая однородная масса. Теперь венчик убираем и просеиваю сюда муку, разрыхлитель для теста и кукурузный крахмал. Начинаю замешивать тесто. Тесто должно получиться мягким, но вместе с тем не прилипающим к рукам. Я вижу, что тесто у меня еще достаточно вязкое. Я добавлю сюда еще муку. В конце замеса я точно скажу, сколько я добавила муки. И замешиваю. Слишком сильно муки много тоже не добавляйте, чтобы тесто получилось нежным и мягким. Итак, посмотрите. Я добавила в тесто буквально 20 граммов муки. Посмотрите, какое оно получилось. Тесто очень нежное, мягкое, но вместе с тем не прилипающее к рукам. И с ним будет очень легко работать. Сейчас от теста я отделю примерно 1/3. В меньшую часть теста я буду добавлять какао. Высыпаю какао в миску и добавлю сюда сразу же примерно 1,5 столовые ложки воды. Мне надо, чтобы какао немножечко перемешалось с водой, чтобы и белое, и темное тесто были одинаковые по своей консистенции. Хорошо перемешиваю тесто с какао. Итак, у меня получился вот такой кусочек шоколадного теста. Тоже очень мягкий и абсолютно не прилипающий к рукам. Тесто я перекладываю в чистый пакет. И белое тесто, и шоколадное тесто. И дам ему отдохнуть буквально 10 минут. Отправлю в холодильник. Тесто у меня отдохнуло, и сейчас я буду формировать печенье. Для того, чтобы сформировать печенье, мне надо сделать из каждого кусочка теста вот такие шарики. Из шоколадного теста я буду формировать шарики меньшего размера. Вот примерно такие. И чуть-чуть побольше шарики из белого теста. Примерно вот такие. Если исходить по весу, этот шарик будет у меня примерно 10-11 граммов,
а этот 15-16. Но, конечно, все это можно делать на глаз, то есть определяйтесь примерно на глаз. Итак, из всего теста я формирую шарики. Я сейчас сформирую несколько шариков и покажу непосредственно, как формировать печенье. Посмотрите, я беру кусочек белого теста и разминаю его на ладони. Делаю вот такую лепешку. Достаточно тонкую, потому что шарик шоколадного теста тоже такой достаточно большой. И заворачиваю шоколадное тесто в белое. Аккуратненько все защипываю. Вот так вот подправляю. И формирую шарик. Получается вот такой шарик внутри с шоколадным тестом. Теперь слегка придавливаю. Делаю вот такую лепешечку. И теперь узор я буду делать при помощи обычной пробки от бутылки. Начинаю продавливать тесто и делаю вот такой узор. Продавливаю я тесто так, чтобы белое тесто полностью продавилось и через разрез было видно шоколадное тесто. Получается вот такой узор. Но это еще не все. Сейчас я беру обычную китайскую палочку и немножечко продавливаю, вдавливаю серединку. Отщипываю небольшой кусочек шоколадного теста, скатываю такую горошинку и укладываю внутри. Получается вот такой красивый цветочек. И, конечно, таким образом я формирую все печенье. Сформированное печенье я перекладываю на противень. Противень я застелила силиконовым ковриком. Конечно, выкладываем на расстоянии друг от друга. Можно использовать пергаментную бумагу. Не надо ничем смазывать, так как в тесте достаточно много масла. Я сформировала первую партию печенья. Отправляем печенье выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 15-20 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Печенье я достала из духовки. Вы только посмотрите, какое оно красивое получилось. Просто невероятное, очень ароматное. И сейчас перекладываю его на решетку, чтобы печенье остывало. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 36 штук замечательного печенья. Посмотрите только, какое красивое печенье получилось и как оно просто готовится. Оно невероятно рассыпчатое, замечательное. И я сейчас попробую. Тесто здесь великолепное, очень песочное, очень рассыпчатое. Внутри шоколадное, а сверху вот этот тонкий слой белого ванильного теста. Мне кажется, печенье идеальное. Я всем рекомендую его приготовить и попробовать. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook Позитивная кухня. Всем пока! На моем канале около 1000 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: Люда Easy Cook и название блюда, или любое слово по теме рецепта.